Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, никак не соберусь. Очень много дел и не до канала никак не доберусь. Но раз уж я начала, вы знаете, что если я начала, то уже не остановлюсь. Буду снимать сегодня несколько работ. Надеюсь, хватит сил. Я вам давала много ритуалов для того, чтобы вернуть энергию, бодрость, набраться сил и прочее. Хочу еще один ритуал подарить, потому как, особенно сейчас, когда нехватка витаминов, нехватка солнечного света, усталость, вялость, тем более сейчас, скажем так, Луна очень близка к Матери Земле, поэтому состояние такой удрученности, абсолютной выжатости, без сил. Вроде нужно что-то делать, но и неохота. В общем, все в одну кучу. Время от времени нужно возвращать силы себе. Для этого нам понадобится вода в бокале, в стакане, в чем хотите, в какой-то емкости. Обычная вода из-под крана. Начитать над этой водой нужно 4 раза и выпить залпом. Возьмите малое количество воды, собственно говоря. Я уже вам говорила, что вода обладает памятью, и вода запоминает и положительные, и отрицательные посылы человека. Часто бывает, что человек вроде бы приготовил очень такое необычное блюдо по рецепту, сделал все, что надо, сколько нужно, но блюдо получается невкусное. Потому что в этот момент у человека эмоциональное состояние не очень. И вот это эмоциональное состояние усталости, такой, знаете, отрицательного посыла, она передается еде. Естественно, если в еде есть вода. Во всем содержится вода, в нас тоже. Именно поэтому мы подвержены этим лунным циклам и переменам. По той причине, что мы состоим 80% из воды. И поэтому вода, то есть Луна может поднять цунами в морях, да, поднять эти волны. Магнетизм Луны влияет на водное пространство. И магнетизм Луны влияет и на воду, которая внутри нас. Поэтому есть люди очень чувствительные к лунным этим перепадам и к фазам Луны. Им особенно тяжело все перенести, им особенно тяжело, потому что от этого зависит их энергетическая выжатость, усталость, иногда тяжесть в голове и невозможность. И иногда бывает такое ощущение, как человек находится в невесомости. Это очень противное состояние, когда ты ходишь, и такое чувство, что ты просто наступаешь на облака. Это тоже непросто. Это тоже тяжело. Я вам хочу сказать, что эта невесомость исчезает, когда человек немного полнеет. Вот этот вес как бы удерживает его на земле. Но как только человек начинает худеть, такого типа человека, у которого есть невесомость, состояние невесомости, то ему приходится тяжко, потому что он живет как между небом и землей. Он может резко встать с места, и ощущение, как будто его понесло вперед. Об этой невесомости я снимала давно, объясняла и говорила. Это подвешенное состояние души. И тем более оно влияет и, скажем так, снимает полностью у человека его силы, его энергию забирает. Вот нужно время от времени эту энергию возвращать с помощью воды. Вода способна, проникая, то есть попадая в наш организм, восстанавливать эти структуры. И не зря на воду читают от сглаза, не зря на воду читают для здоровья, для сна и прочее, прочее. Вода обладает памятью. И
какую программу ты задашь в воде, то и получишь обратно, собственно говоря. Итак, читаем таким образом. Нужно держать воду вот так близко, чтобы губы чуть выше бокала, чтобы ваше слово, как бы ваше дыхание касалось воды. И после выпить. Вода Ульяна, струя Марьяна и водная матерь Маримьяна. Меня за руку взяли, к реке жизни позвали. Та река быстрая, та река чистая, течет река с престола богов, наполняя силой. Река великая, наполняй меня силой. Иди, волна, по моим венам, усталость сними, чемерок со лба забери, кровь по жилам гоняй, живую силу во мне пробуждай, к жизни возвращай. Ульяна, Марьяна и водная матерь Маримьяна, водой живой меня оживите, силой наполняйте, река живая сильна, и мне такой быть. Заклято. Всегда стихиям дается персонализация, то есть стихиям давались имена, стихиям давались названия, стихиям давались характеристики и прочее, прочее. Это не просто так делается. Это некое создание такой, знаете, духовного образа определенного явления в магии, в природе, в мироздании. Так легче с ним наладить контакт и связь. Давайте еще раз прочитаем. Вода Ульяна, струя Марьяна и водная матерь Маримьяна. Меня за руку взяли, к реке жизни позвали. Та река быстрая, та река чистая, течет река с престола богов, наполняя силой. Река великая, наполняй меня силой. Иди, волна, по моим венам, усталость сними, чемерок со лба забери, кровь по жилам гоняй, живую силу во мне пробуждай, к жизни возвращай. Ульяна, Марьяна и водная матерь Маримьяна. Водой живой меня оживите, силой наполняйте. Река живая, сильна, и мне такое быть. Заклято. Итак, читаем 4 раза и пьем залпом. Можно это делать перед сном, можно это сделать каждое утро, для того, чтобы организм отдыхал и наполнялся силой. Пробуйте. Я думаю, что при такой утомляемости и при таком режиме, в котором мы все работаем, это просто необходимо. Можно, кстати, это и на работе читать, когда вы чувствуете, что вы устали, у вас просто уже нету сил ни для работы, ни для творчества. Возьмите, начитайте несколько дней подряд, вы постепенно восстановитесь, а может быть сразу же, смотря насколько, скажем так, насколько быстро это в вашем случае сработает. Всем удачи и много сил для жизни и творчества.